неадекватные ожидания, инфицирование трансплантационных каналов, некроз части фолликулярных единиц. Вообще, какие причины cobblestone, почему они возникают? Также применяются тупые панчи, не режущие, а раздвигающие, скажем так, ткани, и избавиться от данной проблемы. И о стволовых клетках это снижение плотности роста волос в донорской зоне. Барокамера. Cobblestone. Закор 30 мг, это может вызвать их некроз. Самим очень мелкой наждачкой хирург должен правильно внедрить графты в зону пересадки. Не забывай, пожалуйста, подписываться на канал, шарить видео. Если у тебя есть какие-то вопросы, можешь задавать прямо в комментариях под видео. В течение первого часа после выхода видео я активно отвечаю на все вопросы, которые поступают. Самые популярные проблемы после пересадки волос. Разделим их на плановые и внеплановые. Сегодня мы поговорим о внеплановых проблемах, которых нам хотелось бы, конечно же, избежать любыми способами. Недостаточная плотность роста волос в зоне пересадки. Тут, конечно, очень сильно зависит от квалификации доктора в клинике, которую вы делаете, и также элементарно от того запаса кровяного, скажем так, питания, которое будет доступно для волос при той или иной плотности пересадки. Не всегда можно пересадить огромное количество графтов, там 10 тысяч графтов, и все 10 тысяч графтов приживутся. Они приживутся при тех условиях, которые позволят волосу прижиться графту. То есть это должно быть обязательно и питание, и качество фолликула, и обязательно кровоснабжение. Например, если мы возьмем 10 тысяч графтов и пересадим их на очень малую зону, то им элементарно не хватит питания. Ты просто потеряешь такое огромное количество графтов и свой, скажем так, запас. Приживутся те графты, для которых будет достаточно питания. Не забывая о том, что также огромную роль будет играть уход и реабилитация после пересадки волос, а также генетика и даже возраст. Некроз части фолликулярных единиц. Некроз может возникать при плохом качестве графтов, если, например, графты, которые были пересажены, не были должным образом подготовлены или хранились также неправильно, что часто бывает в клиниках фастфуд. Я это сам видел лично, и даже на конференции доктора обсуждают даже то, при какой температуре и в каких растворах должны храниться графты, чтобы они максимально приживались. Что же говорить о клиниках, где орудуют просто ассистенты? Как вы думаете, считают ли они нужным подготавливать правильно даже зону, в которой хранятся ваши графты? Следующей причиной некроза может быть недостаточное кровоснабжение. Хирург должен правильно внедрить графты в зону пересадки и обеспечить их адекватное кровоснабжение. Без нужного кровоснабжения, питания, волосы, графты элементарно не приживутся. Также некроз могут вызвать инфекции. Важно соблюдать антисептические меры во время и после процедуры пересадки волос. Травма или давление. Чрезмерное механическое воздействие на пересаженные графты, например, сильное трение, нажим или травма, может привести к их повреждению и некрозу. Будьте аккуратны, особенно первую неделю после пересадки волос. Почему я вам всегда говорю, обязательно берегите голову после пересадки. Садясь в машину, обязательно смотрите, где потолок, чтобы не дотронуться пересаженной зоной потолка или, например, в самолете. Берегите свою голову, помните о том, что от этого будет зависеть приживаемость и результативность. Не будем забывать и об индивидуальной реакции организма. Иногда организм может не принимать некоторые графты, и это может вызвать их некроз. Поэтому для предотвращения некроза, графтов и обеспечения лучшей приживаемости важно выбирать опытного и квалифицированного хирурга, соблюдать рекомендации по уходу после пересадки и следить за своим здоровьем в период восстановления. Если возникают какие-либо осложнения или симптомы некроза, важно своевременно обратиться к медицинскому специалисту для оценки и лечения. Первое, что вы должны сделать, это сообщить клинике, где вы делали пересадку волос, о том, что у вас та или иная проблема. И дальше уже отталкиваться от рекомендаций того врача, который знает вашу голову, конкретно с ней работал и может что-то порекомендовать. Что делать, если вы попали к неквалифицированному врачу и у вас есть подозрение на то, что возможно у вас некроз? Собственно, это видео я и решил записать после того, как ко мне обратился человек, сделавший уже пересадку волос. Ему, конечно, сделали тяп-ляп и с риском возникновения некроза. Что же делать, если ваш доктор
не доктор, или он элементарно не знает, что делать. Когда я был на первом форуме по пересадке волос в Бангкоке, доктора делились, обсуждали вопрос некроза и делились тем, что можно использовать 30 мг. Второе – это препараты, улучшающие микроциркуляцию в зоне трансплантации. Это и прочие подобного действия препараты. Третий момент – это плазмолифтинг, введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы для ускорения заживления тканей. Но помните о том, что если вам уже вкололи, то повторно вкалывать и делать PRP смысла нет. Очень важно, чтобы вам делали не PPP, а PRP. Если кто-то не смотрел видео, обязательно посмотрите. Следующее, что может помочь, это кислородные коктейли и озонотерапия для насыщения зоны пересадки кислородом. Для этой же цели также используют барокамеру. Массаж зоны трансплантации на 6-8 день для улучшения лимфа и кровообращения. То есть, как вы видите, все направлено на то, чтобы увеличить кровообращение. Барокамера. Применение барокамеры связано с созданием высокого давления и обеспечением организму большим количеством кислорода под давлением. Это может способствовать лечению и регенерации тканей, так как повышенное давление может увеличить растворимость кислорода в крови и ускорить его доставку до поврежденных тканей, что помогает в их восстановлении. Однако использование барокамеры является медицинской процедурой и требует назначения врача. Поэтому еще раз очень важно, чтобы пересадку вам делал именно врач, не тот человек, который напечатал себе диплом или назвал свою клинику доктор кто-то, а настоящий врач с медицинским образованием. Следующий момент – это соблюдение щадящего режима. Избегайте физнагрузок, травм и стрессов. Также применяют гиалуроновую кислоту местно для увлажнения и регенерации. Гиалурон-гель может быть для наружного применения. Обычно концентрация гиалуроновой кислоты в таких гелях от 0,2 до 1%. И гель наносится тонким слоем на зону пересадки. Бывают также еще гиалуроновые повязки. Они содержат гиалуронат натрия, который, собственно, пролонгированно, скажем так, выделяется на кожу. Может помочь и правильная мезотерапия с витаминным и аминокислотным комплексами. Также будет полезен прием витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и аминокислот для общего улучшения метаболизма. Главная задача тут какая? Максимально улучшить питание и кровоснабжение фолликул для восстановления прижившихся волос и предотвращения некроза. Все вопросы, которые у тебя только могут быть, они уже есть в видео. Если же нет времени заказывать детализированную консультацию, я расскажу тебе персонально, конкретно твоего случая и выстрою план действий, что именно для твоего случая подойдет в большей степени. Ну и плюс промокод помогут сделать твою пересадку еще и дешевле. Следующая незапланированная, непредвиденная проблема, которая может возникнуть, это инфицирование трансплантационных каналов. Благо, на моем опыте еще таких случаев не было, но они также иногда бывают в дешевых клиниках, где, к сожалению, неопытные доктора и не знают, как правильно проводить операции и что делать при возникновении проблем. Тем не менее, это все равно редкие случаи, которые могут произойти по следующим причинам. Первое. Несоблюдение стерильности. Тут стоит выбирать хорошую клинику с опытным врачом. Об этом я повторяю. Нарушение гигиенических правил после операции. Ненадлежащий уход может также способствовать инфицированию. Ослабленная иммунная система. Если пациент имеет ослабленную иммунную систему, он может быть более подвержен инфекциям. Окружающая среда. Поэтому очень важно, особенно в первые дни, быть аккуратным. Не обязательно сидеть дома в первую неделю, но элементарно быть аккуратным, не гулять там, я не знаю, под дождем при сильном ветре, который там, не знаю, расшвыривает весь мусор в округе. То есть просто будьте бдительны и думайте головой. Напиши, пожалуйста, в комментарии пересадка волос. Также бывают аллергические реакции на препараты, использованные при пересадке. Не ждите, что вас будут выпытывать на все возможные аллергии. Если вы знаете что-то об особенностях вашего организма, обязательно расскажите доктору до начала пересадки. Еще одна проблема, которая, оказывается, бывает, это снижение плотности роста волос в донорской зоне. Какие могут быть причины травмирования волосяных фолликулов во время извлечения трансплантатов? Происходит фиброз тканей и рубцевание, нарушение кровоснабжения фолликулов из-за поврежденных сосудов,
воспалительной реакции и инфицирование фолликулов, образование рубцов в донорской зоне, которые сдавливают фолликулы. И все это проявляется в виде уменьшения количества растущих волос на донорской области. Что рекомендуется в данном случае? Первое – это использование тонких панчей для меньшего повреждения кожи. Также применяются тупые панчи, не режущие, а раздвигающие, скажем так, ткани. Рекомендуется забор графтов под острым углом поверхности кожи, а не перпендикулярно. При перпендикулярном заборе очень большой шанс повреждения сосудов и, собственно, возникновения проблем. Также, по моим наблюдениям, в хороших клиниках после пересадки используют специальные заживляющие мази, которые позволяют максимально быстро заживить те зоны, откуда брались ваши графты. Если все же проблема возникла, что в этом случае обычно делают? Первое – это плазмолифтинг с PRP для стимуляции роста волос. Второе – мезотерапия с микроэлементами и витаминами. Также используется лазеростимуляция роста волос. Рекомендуется также использование препаратов для стимуляции фолликулов. Не будем забывать и о стволовых клетках и клеточных технологиях, которые сейчас используют, в том числе и для этого. Если кто-то из вас сталкивался с одной из этих проблем или, может быть, какие-то еще проблемы, пожалуйста, поделитесь в комментариях, чтобы я знал, что у кого бывает, и мог спросить о тех или иных проблемах у докторов, что они делают в тех или иных случаях. Подходите к пересадке волос как к инвестиции. Через несколько недель снова будет форум, международный форум, поэтому если я получу какие-то вопросы от вас до того, как, я также их смогу задать известным докторам со всего мира, чтобы найти решение тех или иных проблем, с которыми можно столкнуться. Если вы сделаете пересадку плохо, дальше всю жизнь вы будете думать, как это все исправить, и ваш донорский запас, он не безграничен. Очень важно проанализировать полностью ситуацию, то, что есть, какой возраст, какие заболевания, какая динамика выпадения волос, какой донорский запас и так далее, что мы рассматриваем всегда в детализированных консультациях. Затем составление плана в зависимости от всех этих факторов. Третий момент – моделирование передней линии, потому что передняя линия очень важна при пересадке волос. Это то, с чем вы будете жить. Для кого-то это не супер важно, для кого-то это важно. Следующий момент – выбор клиники, правильного доктора под ваш конкретный кейс, потому что клиники друг от друга отличаются, точно так же, как и доктора могут отличаться друг от друга по своей какой-то специфике. Кто-то закрывает очень хорошо большие и огромные зоны лапеции, кто-то фокусируется именно на передней линии, создает уникальные передние фронтальные линии, которые неотличимы от тех голов, где не было пересадок волос. Кто-то очень хорошо уплотняет те волосы, которые, в общем-то, прорежены равномерно и так далее. Под каждый кейс нужно выбирать правильную клинику, правильного доктора со своей командой, кто воплотит правильно составленный план в жизнь, и вы получите результат. Одна из достаточно популярных проблем после пересадки волос – это коблстонинг или, как ее называют еще, булыжная мостовая. Это неровности и уплотнение кожи, которые иногда возникают после пересадки волос. Такие, знаете, как точечки, и если вы побреете свою голову нагло, она будет напоминать булыжную мостовую, то есть она неровная, а с такими как волдыриками. Впервые я столкнулся с этой проблемой, мне написал парень, сделавший операцию у доктора Берджана, мучившийся с этой проблемой достаточно долгое время. Я стал этим интересоваться, спрашивать у докторов на форумах. И они подсказали некоторые моменты, которым я сначала удивился. Вообще, какие причины коблстонинг, почему они возникают? Первое – рубцовые изменения кожи из-за травм тканей во время ФИИ. Второе – это воспалительные реакции и отеки, приводящие к фиброзу. Третье – плотные килоидные рубцы в местах выхода трансплантатов. Ну и также неправильный уход в послеоперационном периоде. Как это все проявляется? В неровной, бугристой поверхности кожи в области пересадки. Иногда это видно прямо при пересадке волос, вот как, например, на вот этом видео. Такие появляются плотные узелки и, можно сказать, горошины на коже головы. Также это иногда сопровождается зудом и дискомфортом. Иногда может помочь просто массаж для размягчения рубцов и предотвращения фиброза, но это надо делать достаточно на ранних этапах.
Иногда используют стероиды, гиалуронидазы для рассасывания. Порой используют лазерное выравнивание рельефа кожи, скажем так. И то, что мне порекомендовали сами доктора, пилинг и дермабразия, если я правильно все это назвал. То есть пилинг можно делать самим дома, и дермабразия это делается с помощью специальных инструментов, таких как вращающиеся круги, кристаллическая микродермабразия или лазеры. Дермабразия может быть произведена в медицинских офисах или косметических центрах специалистами с определенным опытом. Процедура при этом может быть немного болезненной и, как правило, требует время для заживления и восстановления кожи после этой процедуры. То есть, по сути, снимается поверхностный слой кожи вместе с вот этими бугорками. Эта процедура может помочь улучшить текстуру кожи, сделать ее более гладкой и избавиться от данной проблемы. Важно отметить, что дермабразия – это процедура, которая требует специальной подготовки и может иметь риски и ограничения. Поэтому она должна проводиться под наблюдением опытных специалистов. А также, как сказали мне сами доктора, можно это делать самим, очень мелкой наждачкой, просто зачищать вот эти вот участки, только без, что называется, фанатизма. Я сначала подумал, что это шутка, но я переспросил, мне сказали, что да, это можно делать. Доктор, здравствуйте. Подскажите, как можно избавиться от данной проблемы? Да, конечно. Наждачкой. Да нет, не может быть. Серьезно? Да? На самом деле, наждачкой. Это научно доказано. Вы знаете, что такое наждачка? Да, я знаю, что такое наждачка. Берете мелкую наждачку для дерева и зачищаете эти участки аккуратно. Да, попробуйте и потом напишите, получится ли у вас. Достаточно одного раза или как часто это нужно делать? Все зависит от конкретного случая. Иногда один, иногда 2 раза в неделю. Каждую неделю? Да, до того момента, пока вы не избавитесь от данной проблемы. Да, и, конечно, я не говорил о тех проблемах, как, например, неадекватные ожидания, там плотность, как в детстве, потому что я не считаю это проблемой, это скорее недостаточность знания, недостаточность информации перед тем, как некоторые делают пересадки волос. Образовывайтесь, подготавливайтесь, помните, что пересадка волос это не просто какая-то процедура наспор, это то, что может изменить вашу жизнь, и вы сами можете определить в лучшую сторону или в худшую, насколько ты правильно подготовишься к этой операции и подойдешь к ней во всеоружие, настолько эффективно ты получишь тот результат, к которому мы идем. Главное, чтобы классился.